Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Трофей на море». У меня сегодня в гостях мой киевский друг, идейный вдохновитель этого проекта Александр Безрук. Санечка, я рад тебя видеть на нашей земле. Слава Богу, ты доехал. Ты сколько уже ехал? Ну, год так точно ехал, да? Вот, собственно, мы приехали саргана половить. Хотим попробовать здесь, на данном месте. Это набережная Одессы, Лонжерон, дельфинариум. Ну, в общем, сзади порт, картинка красивая. Посмотрим, как это будет здесь по рыбе. А у вас в Одессе так принято сразу сдавать рыбные места? Ну, мы как бы все свои, да. Ладно, не, ну мы приезжие не сдаем, но ты же свой. Я вот стою, держу кепку, думаю, зачем я ее притащил? Хотел дарить тебе. У меня есть, не подарю. Хорошо, ну-ну. Ну вот, как бы приехали сюда, давайте пробовать ловить рыбу. Ну, я на самом деле не такой новичок в саргане. Собственно говоря, ты, наверное, знаешь, что проект «Трофей на море» начался с ловли саргана. С покойным Сережей Олихом тогда я приехал и с Борей Барским. Мы 2 передачи сняли и тоже ловили саргана. И одного я даже поймал тогда. Олег поймал, ну, наверное, с десяток. Барский поймал какую-то такую страшную кракозябру, одну черно-красно-зеленую, на ерша похожую. Как она называется? Это скорпена. По-моему, скорпена они ее называли. Но если она с колючками была, она была скорпена, если без колючек, была рулена. С колючками я точно помню, на ерша похожая. Зеленушка. Да, так немножко в общих чертах я знаком с этими тонкостями, но сколько людей, столько мнений. И давай рассказывай, что вы сегодня будем смотри, сегодня нам понадобится удилище вот такого плана. Болонское удилище 4-метровое с кольцами, шнур, флюрокарбоновый поводок и, как правильно сказать... Ну, бомбарда у нас и в Киеве называют. Ну, вот она так и везде называется. Это метод спирулина придумали когда-то итальянцы, да. Это всего лишь доставка твоей насадки туда подальше. Не всего лишь, оно же еще с нулевой плавучестью. Оно разное бывает. Оно бывает тонущее. В данном случае это тонущая бомбарда. Здесь тонущая, бывает нейтральная плавучесть, бывает плавающая. Все зависит от того, в каких слоях ты хочешь половить рыбу. Ну, как воблера. Сегодня мы будем ловить на тонущую 20-граммовую, потому что удилище с тестом до 30 грамм перегружать не хочется, а 20-ки достаточно, чтобы забросить и доставить насадку туда, куда надо. Поэтому давай побыстрее. Насадка будет какая? Стесняюсь спросить, вот эти вот страшные опять? Кракозябра по имени Нерис. Я их просто не люблю, потому что они настолько нежные, его же нереально наживить. Только в руки взял, бац, и у тебя уже 2 куска в руках. Это если червь уже полежал. А если червь спортсмен, вот только его достали из недр земли, он весь такой, да. Он может и несколько, 3-4 заброса может держаться на крючке. А я помню, тогда его в руку взял, все, и уже 2 половинки. Значит, он полежал уже чуть-чуть, значит, он такой был уставший. Крючочек будем использовать маленький, по европейской классификации это 10-ка. Ну и мое мнение лично, я заметил, я не первый день ловлю саргана, красный цвет лучше, чем обычный столистый какой-то или золотой. Ой, вот я вас прошу, вы даже на этом заморачиваетесь? Да, я тебе говорю. Может, примета такая? Вот вчера я был на рыбалке, поймал 27 штук. Это я вчера вышел на разведку, чтобы мы сегодня половили. Будем надеяться, мы сегодня поймаем 28. Правда, не здесь, а в Аркадии, но ничего. Почему ты меня сюда сегодня привез? Ну, потому что здесь красиво. Ты здесь не был никогда. Я должен тебе показать красоту? Здесь не был. В Аркадии ты был. А в Аркадии когда был? Ну, мы весной ловили без это была Аркадия. Это была Аркадия, да. Мы можем поехать туда, можем поехать еще дальше, на Зеленую горку. Мы сейчас разберемся. Сейчас я по рыбацкому радио сделаю пару звонков, посмотрю, где рыба. И если здесь ее нет, она где-то в другом месте, значит, мы переедем. Давай не будем терять время. Давай. Поехали. Давай. Мы начинаем. Оставайтесь с нами. Отлично. Все красиво. Для меня, человека, который в детстве учился рыбачить на Подоле, на Киевской набережной, на Стальку, какая-то тут одесская бомбарда, это... Ну, во-первых, она не только одесская. А что это было, я не понял. Что-то было, да? Да я не понял, ну как-то туже пошло. Вроде бы как и поклевки дзёб-дзёб не было, но как-то просто туже пошло. А он бывает, что он с лету берет. Нависает, да? Да, то есть ты еще не успеваешь слабину выбрать, он уже там есть. Ну как-то туго пошло. Главное, здесь не боишься никого перебросить. Но мы специально ушли, это еще не значит, что здесь рыба будет. Ты подумай, если здесь никого нет. Я тебе это сразу сказал, как только мы пришли. Почему там сидят один на одном? Ну, там пацаны стоят, ставриду еще ловят, они сейчас скоро уйдут. Потому что ставрида сейчас рассвет, закат, и потом она не берет. Ну вот в этом вся проблема, что, как говорил наш общий друг, не путайте рыбалку и съемки. Ну да. Вы хотите передачу снимать или вы хотите рыбы половить? Ну да, так и было что-то, смотри. Нет ничего, червя вообще нет. А, так и да, видишь?
А у меня все на месте. Так, ну пойду попытаюсь сделать это своими руками. Самое главное здесь, как сказал Саша, найти, где зад, где вперед. Ой, ну вы только сильно не смейтесь, пожалуйста. Дело в том, что эти черви, они очень-очень нежные, насколько я понимаю. Я вон одного попытался взять, и половинка у меня в руках осталась. А теперь главное понять, где у него вперед, где зад. Оператор, ты не знаешь? Где зад, где вперед? Куда он? А, вот ползет ко мне, вот. Вот это вот ротик, я так понимаю. Саша сказал, что он откроет рот, оттуда вылезут большие черные зубы. Неправда, ничего оттуда не вылезло. Или это не ротик? А, кажется, я понял, где у него ротик. Фу, какая гадость. Да, ротиком бы он такого не делал, если он вчера не перепил. Вот. Раз. Раз. О, у меня получилось, Сань, смотри. А тут жало надо закрывать? Нет. Все, пойдем. У меня была поклевка, но это дзёбнуло, скорее всего, что ставрида, потому что вот у слюсара поклевка была. Что, мне кажется, или я дальше тебя забрасываю? Тебе кажется. Но тут правило, кто дальше бьет, той краще играя, не работает. Нет, не работает? Нет. Ну вот начинается то, чего я больше всего боялся в этой рыбалке. Мне, человеку, привыкшему ловить на Днепре или на озерах, щуку, судака, окуня, я не могу понять умом, как это можно, вот идет поклевка, а ты ждешь. Идет еще одна поклевка, а ты еще ждешь. И так 5-6 резких поклевок надо подождать, пока он сам не прицепится. И подсекать его совсем не надо, просто потом начинай быстрее мотать. У меня в мозгу где-то там на подсознании работает рефлекс. Чуть малейшая поклевочка, я сразу подсекаю. Вот только что была одна хорошая жирная поклевка. Я подсек, но он мне это простил. Я 2 раза мотнул, он еще раз ударил, и я еще раз подсек. Ну, как ни странно. Сань, смотри, этого червя уже менять или можно еще либо чуть-чуть опусти его с цевья, чтобы больше... Да ладно, я пойду все-таки поменяю. А, кстати, по поводу того, что не подсекать. Есть же такая рыба, которую тоже нельзя подсекать, какая? когда ловишь. Ну вот хищный, баса, например, нельзя сразу подсекать. Не ловил, честное слово. Вот к своему стыду не ловил еще баса. О басе мы сейчас отдельно поговорим. А ну пошел вон. Это я не тебе. О, есть поклевка. Смотрим, что это такое. Ферина или что это? Что-то подергало, что-то невнятное такое. Саня, я уже зубы видел его. Серьезно? Да, я научился отличать. Слушай, он как ящерица, что ли, хвосты сбрасывает? Он только что длиннее был. Уже короче. Ну да, ничего страшного. У меня сейчас опять была поклевка, но это... Да, я слышал. Скорее всего, что ставридка нас еще хочет доконать. Я думаю, что сейчас солнце еще чуть повыше станет. Кстати, может, у меня и была ставридка, потому что удар был довольно-таки резкий. Ты сказал, там пощипывания должны быть. Но у меня было не пощипывание, у меня резкий, отчетливый был тычок. Смотри, 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 смотри. Ну это ж сарган. Ну, думаю, да. Ну я же не подсекаю, смотри. Ну, было несколько поклевок, я просто по шнуру видел. У тебя уже видел. бомбарда легла на дно. Я по шнуру видел, было несколько поклевок. Ты как старые киевские рыболовы по шнуру ловишь? Блин. Ну это только что был бычок явно под берегом, такой дрындынь. И либо феринка маленькая. Ой. Сань, а ферина вкусная? Так давай ее наколбасим пол-ведра. Зачем нам тот сарган? Так что, выпускать? Эх, а жалко. Я к ней уже привык. Можно я сфоткаю? Сфоткай меня с рыбой на вытянутых руках. Подожди, так надо 2 руками брать, как карпятники. Вот так, подожди. Не могу. Вот так. Можешь укрупнить так, чтобы это было видно, что это карп килограмм на 10. Первый в жизни. Хочешь в чужой славе примазаться? Нет. Ах, красавец. Только как мы его назовем? Пальчики вниз.
Как мы его назовем? Мы его назовем Александр. Александр? Давай, в честь нас. Третий. Александр Третий. На, куда его? Ведро. Куда? Ведро? А ведро где? Yes! Еще немаловажный момент. Смотри, вот у нас есть такой гаджет. Ничего, твой клев никуда не уйдет. Сейчас я сюда наберу водички. Видишь, здесь сеточка такая есть. Потом, когда будешь, когда наторбишь саргана или будешь торбить, торби его сюда в это ведро. Вот сбоку открываешь чуть-чуть вот так вот змеечку. Да. И туда его головочкой вниз чпок и закрыл. А сейчас мы водички сюда не берем, и у нас будет свежая рыба. Шайтан-садок по-одесски. Мы бы в Киеве до такого не додумались. А вот смотри. Чик-пык. А? Смотри, Сань. Да. Опа. Итак, самое главное. Со своими эмоциями я, по-моему, справился. Я научился не подсекать при первом же тычке. Это первое. Второе. Я научился отличать поклевку саргана от поклевки бычка и от поклевки, Саня ее называет, ферина. По-моему, научное название ее совсем не такое, но это какая-то мелкая такая сорная рыбка. Как ее только не называют у нас, тюлька, синька. Вот. Ну и, конечно, вываживание саргана – это отдельная песня. Мне, как киевскому, днепровскому, деснянскому рыболову, ну, честное слово, его даже не с чем сравнить. На вываживании оно чем-то похоже на какого-то нашего белого хищника. Такое что-то среднее между жерехом и голавлем. Вот какие-то резкие такие острые, ну прямо, я бы сказал, острые удары, острые тычки. Ну и потом меня Саня кричал: не поднимай удочку вот до самого берега. Я пока еще не понял для чего. Надеюсь, у нас все впереди. Не переключайтесь. Я принял решение поменять место. Здесь сарган отозвался, но один-единственный. И причем, слава богу, что этот один-единственный сарган был у Саши. Он был очень доволен, он так кричал, и удилище вверх. И вот я рад, что на этом месте саргана поймал именно Саша. Я еще успею половить, а он как бы уедет в Киев. Я принял решение переехать на другую точку. Я позвонил ребятам, они там уже взяли кто 5, кто 10 штук. Здесь просто начала зверствовать ферина, которая нам на самом деле сейчас не нужна, как рыба. Мы приехали за сарганом. Поэтому мы сейчас быстренько соберемся, поедем туда, там половим, все это вам покажем, потом подытожим, ну и все будут довольны. А мне здесь нравилось. Там тебе больше понравится, Санечка. Хорошо, поехали. Поехали. Все. Уезжаем. Нету рыбки. Сейчас будем работать. Сережа говорит, что все хорошо, рыба есть. Покажи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, сейчас мы продолжим это дело классное. Рыбка есть, значит, надо ее ловить. Мы уехали с того места и правильно сделали. Раз она здесь крутится, Саша, в этой акватории. Давай, время, цигель, у меня уже руки трясутся. Да? Пошли. Поехали? Да? Ну, поехали. Смотрите. Давай, за спину. Опа, есть. Ну, Санчо, ты красавец. Это было красиво. И, слышь, новое место, и сразу же с первого заброса, да, или со второго? Новичкам всегда везет. Но это первый заброс был или нет? Второй. Первый раз сбилась. Обалдеть. С лету. Красиво. Ну, я тебе скажу талантливый человек, талантлив во всем. Да? Это было слышно? Так, как ты говоришь, это слышно, по-моему, еще там, за стенкой. Но моя миссия как бы потихонечку выполняется. Я тебя пригласил, ты рыбу ловишь. Ну. Шикарно? Да. Ты меньше жмакай его руками. Мне он товарищ сказал вот так вот делать. Вот. Ну да, чуть-чуть еще на цевье. Но меньше жмакай его, не передавливай, да. Я вчера в Аркадии 27 штук с часу дня до 5:30. 27. С часу дня. Ну вот уже берег. И вот она рыба. Какой красавец. Причем начал клевать он
заброса. Я еще не успел вымотать слабину, дугу. А уже слышу, что удилище дергается потихонечку. То есть уже начинает щипать. Я только слабину выбрал, бабах, удар сразу. Эти коты, это местные аборигены. Здесь есть мамаша, которую зовут Маркиза. А это ее выводок. Они были еще совсем вот такие маленькие, ну, детеныши. Начали потихоньку приходить им бычка, рыбаки, кто мелкого саргана, кто там ставритку, феринку. Ты пришел, все, ты уже торчишь. Ну хорошо, ферину сейчас поймаю и дам. Ну саргана не дам. Саргана не дам. Я до саргана жадный. Есть. Тихо, 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 тихо. Ну, мало-помалу начинаем работать. Расклевали, как говорится, место, но не мы, а ребята, которые приехали сюда с утра. Мы же сегодня были в другом месте. Но зато показали людям, что и там. Кстати, Саша там рыбу тоже поймал. Оба, есть. А ну давай подойдем друг к другу. Вот он. Ой, извини. Что, он слетел? Да. Но помериться с тобой я смогу. Да, ну ты, конечно, красава. Ну так я и побольше сам. Туда открывай. Тихонечко, чик. Мордой лица вниз. Делаю, вот его половину отдаешь, и он сразу сам туда уходит. А если мордой, то он, шайтан, вылетает. Ну вот, только начала клевать, пошел первый, второй, третий сарган, у меня всплыла еще одна ошибка. Но это не ошибка, это мышечная память, это болезнь. Да я бы не сказал, что это болезнь, это нормальное явление у нас в Киеве на Днепре. Ты когда подсекаешь, первым делом нужно удилище поднять повыше. И причем, даже если ты ловишь судака, его надо вытащить из бровки. И точно так же, когда ты ловишь на стальку, например, леща, его надо быстро выдрать из ямы или через кусты протащить. Вот у меня срабатывает мышечная память, я только подсек, я сразу вверх поднимаю. А здесь этого делать категорически нельзя, здесь надо удилище наоборот вниз опускать. Ну вот по этой причине у меня уже штук 5-6 рыб, наверное, сошло. Ну вроде бы как руки чего-то уже начинают привыкать. Получается, в общем. Ладно, не буду терять время, я пошел. Ну давай подытожим сегодняшнюю рыбалку. Скажи, пожалуйста, что тебе понравилось, а может быть, если есть, что не понравилось? Сказать, что мне сегодня все понравилось, это ничего не сказать. Я просто в восторге. Объясняю, почему. Чему-то учиться, осознавать что-то новое для себя открывать, даже в моем возрасте очень приятно. Ты видел мои ошибки в начале, как я подсекал на каждом. Это инстинкт, это механическая просто удилище память. Вверх, да. Да, потом удилище вверх. Потом я не мог никак с этим червем совладать. Я плевался, я думаю, ну почему не ловить на наши обыкновенные черви? Кстати, вываживать я его не мог. Иногда здесь ловят на обычного навозника. Он клюет, да? Да, но это тогда когда совсем его много. Ну и потом, когда у меня это получилось, когда я уже начал, вот идет поклевка, а я остановился, потом по чуть-чуть отдаю, он потянул, совладал с собой, потом я уже перестал поднимать удилище. Ну слушай, это где-то на 5-м, на 4-м саргане. Я тебе очень благодарен, я тебе очень признателен, большое тебе спасибо. Я тоже очень рад, что ты нашел время в своем плотном графике. Ты ж не только ведешь рыболовные темы, у тебя же еще много других проектов. Да, у меня завтра, послезавтра здесь еще съемки уже для других телеканалов. Спасибо, что ты нашел время, что мы выбрались, мы половили рыбы. Ты для себя понял, что это такое, потому что у тебя какой опыт был, но он был такой очень малюсенький, правильно? Ну там я больше смотрел, я тогда ничего не поймал, по-моему. Визуализация какая-то была, ну а сейчас ты поддержал рыбу на крючке. И не одну. Посмотрел, когда. И не одну, это все зафиксировано на камеру. Мы все это видели, да, не одну. Дорогие друзья, у меня в гостях был автор и идейный вдохновитель этой программы, которая называется «Трофей на море», Александр Безрук. Санечка, спасибо большое. Ну а я хочу сказать большое спасибо талантливому ведущему, коренному одесситу, очень заядлому рыболову и ведущему этой программы Александру Слюсару. До новых встреч на телеканале «Трофей». Всем пока. Пока.